Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Знаю, вы очень любите всякие фишки и лайфхаки по маникюру. Я и сама их люблю. В этом видео подготовила для вас кое-что интересное. 5 фишек, как убрать затеки покрытия. Возможно, кто-то из вас скажет, что у меня есть подобное видео. Да, и ссылку на него я оставлю в описании. Но в этот раз совсем другая информация. Смотрите ролик до конца, подписывайтесь на канал. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. При отрастании видны неровности прокраски у кутикулы. В идеале линия должна быть ровной, повторять форму кутикулы, так как сейчас, мягко говоря, это выглядит неэстетично. Во время снятия на большом ногте вижу, что материал очень мягкий. Это говорит о том, что он не был просушен во время предыдущего покрытия. Сейчас я снимаю топ аккуратной насадкой. И теперь апельсиновой палочкой приподнимаю непросохший гель-лак. Если я буду работать просто аппаратом, моя насадка забьется материалом и будет нагреваться. Убрала все части, которые приподнимаются. Теперь обезжириваю поверхность, так как она липкая, и продолжаю снятие. Все предыдущие затеки я сразу же убираю на моменте снятия гель-лака твердосплавной насадкой. Если вы боитесь убирать ей, используйте алмазную. Причиной затеков также может стать объемное нанесение цветного покрытия. Мастер не успевает с ним справиться, и материал затекает под кутикулу и боковые пазухи. Так как ногти у моей модели в зоне луновой очень мягкие, я убираю птериги при помощи безопасной фрезы. Кутикулы моей модели практически нету, но зато очень много птериги. Птериги – это продолжение кутикулы в виде полупрозрачной пленки, стелющейся на ногтевую пластину. Часто из-за того, что мастера не полностью вычищают его, могут появиться затеки. Синусы, боковые пазухи и валики обрабатываю алмазной фрезой пламя. Оставшуюся кутикулу и заусенцы шлифую большим шаром с красным абразивом. Не устаю повторять, что залог качественного покрытия без затеков – это чистый маникюр. Поэтому здесь необходимо потрудиться, сделать все аккуратно, чтобы не оставалось кусочков кожи, кутикулы и птериги. С затеками гель-лака может повстречаться каждый. И новичок, и мастер с опытом, и те, кто покрывают гель-лаком сами себе в домашних условиях. Затеки страшны последующим отхождением материала и появлением воздушного кармана. Клиенты начинают их ковырять и полностью отдирают покрытие с ногтей. А мы с вами знаем, что после такого ядреного снятия... А мы с вами знаем, что после такого грубого снятия никакое последующее покрытие хорошо держаться не будет. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться к обучению и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов для начинающих и опытных мастеров по цене одного с получением сертификата. Теперь они доступны по всему миру. Для подробной информации переходите по ссылке в описании. Клиенты случайно во время покрытия могут дернуться. Врезаться в лампу, сидеть в телефоне и быть отвлеченными от процесса. Ведь приходят они для того, чтобы расслабиться и получить красивые ноготочки, и никак наоборот. В предыдущем видео мы говорили, как убрать затеки при помощи апельсиновой палочки, как их выпиливать аппаратом. В этом видео совсем другие способы. Важно, если вы увидели затек, ни в коем случае не отправляйте руку клиента в лампу на полимеризацию вместе с ним. В таком случае отслойки неизбежны. Первый способ – воспользоваться вместо апельсиновой палочки зубочисткой. Она тоньше, стоимость в разы дешевле, хоть берите на каждый затек новую палочку. Плюс дерева в том, что он напитывает в себя гель-лак, и вы с легкостью можете быстро все убрать. Тут еще лайфхак.
можно сделать края зубочистки тканевыми. Для этого мне понадобится ватный диск. Его я разделяю пополам. Край зубочистки смачиваю в воде или обезжиривателе и наматываю вату на кончик. Вся эта процедура напоминает мне накручивание сахарной ваты на палочку. Если и вам показалось так, поставьте пальчик вверх. А что, неплохой способ, если заранее заготовить несколько штук. В качестве готовых уже зубочисток я нашла в магазине вот такие ватные палочки, которые необходимы для коррекции макияжа. Они острые с одной стороны и отлично подойдут для того, чтобы убрать затек. Второй способ наподобие зубочистки с тканевым носиком – использование микробрашей. Это специальные микрощеточки маленького диаметра, которые используют лэшмейкеры и бровисты. В маникюре их часто используют для того, чтобы обработать ранку специальным средством. Микробраш очень удобен тем, что он хорошо напитывает в себя остатки лака, с легкостью очищает боковые валики очень быстро. После того, как убрала затеки, быстро подкрашиваю под кутикулы и в синусах тонкой кистью. Третий способ – удалить затеки гель-лака при помощи специального корректора для маникюра. Изначально он был разработан для обычного лака, но и в гель-лаковой системе его можно применять. Корректор по форме напоминает ручку или маркер со специальным наконечником, который пропитан ацетон, содержащей жидкостью. Минус его в том, что он быстро пачкается, а запасные наконечники, блоки вы вряд ли сможете найти в продаже. Кончик у корректора не такой тонкий, как у микробраша или зубочистки, поэтому намного сложнее подлезть под кутикулу. Наконечник корректора тканевый и в себя быстро впитывает гель-лак. Четвертый способ – аппарат. Работа не алмазной насадкой с абразивом, а специальной безопасной фрезой. Она поможет убрать затеки, но при этом не повредив то, что нам необходимо сохранить. Часто случается так, что мы отправляем покрытие в лампу, а после того, как клиент достал ноготь из лампы, мы видим затек. В данном случае аппарат нам поможет справиться именно с заполимеризовавшимся материалом. Обезжириваю поверхность цвета. Не оставляйте так до момента топа, сразу исправляйте затеки на этом этапе. Безопасна фреза, которая не имеет абразива. На небольших оборотах насадку накладываю на затек и постепенно его спиливаю. Убираем пыль при помощи обезжиривателя и безворсовой салфетки. И теперь все то, что я выпилила, закрашиваю тонкой кистью. Работа безопасной фрезой удобна тем, что вы не боитесь пропилить ногтевую пластину. Следующий слой цветного покрытия поможет исправить наши недочеты, и их будет не видно. Отправляем на просушку. Для пятого способа нам понадобится ремувер для кутикулы и пушер. Этот способ можно применять только в том случае, если вы не сделали ранений во время маникюра. В противном случае ремувер будет щипать и раздражать поврежденную кожу. После просушки увидела затек, снимаем липкий слой, наношу каплю ремувера для размягчения кутикулы, ждем 1 минутку. Убираю его остатки. При помощи металлического пушера очень аккуратно начинаю приподнимать затекший материал. Ремувер служит в качестве размягчения покрытия, а также позволяет отделить его от кожи. Ведь часто бывает такое, что мы можем отделить затек, но он настолько сильно прилип к коже, что он так остается на коже, приходится брать, например, режущий инструмент, кусачки, его убирать. А ремувер позволит не портить инструмент и быстро удалить затек. Отталкиваю кутикулу и снова прокрашиваю под ней тонкой кистью. Поскольку на первом слое я убрала затек, то на втором его уже не будет. Этот способ вы можете также применять при затеках базового или топового покрытия.
Хочется весеннего настроения, поэтому мы выполним цветочный дизайн. Он будет очень простым, с ним справится любой мастер, даже новичок. Рисую первую зеленую линию, повторяющую форму лунулы. Для этого мне понадобятся разноцветные гель-лаки. Кисточка у меня синтетическая с длинным ворсом. Фиолетовым оттенком того цвета, которым покрывала ногти, рисую лепесточки цветочков, оттеняю их более ярким цветом. Пастельно-зеленым рисую листики. Для 3D эффекта использую неоново-салатовый, он поможет листики подчеркнуть. Темно-фиолетовый ставлю в основании цветочков. Макаю кисточку в топ безлипкого слоя и растушевываю границы, чтобы границы были плавными. При помощи темно-зеленого делаю контур у листочков, тонко-тонко. Просушиваем, покрываю матовым топом. В моем случае топ с велюровым эффектом, он очень бархатный. Просушиваю, снимаю липкость. Белой гель-краской без липкого слоя делаю обводку у цветочков, а также дублирую линии, повторяющую форму лунулы. Наш результат. Мы убрали все затеки, выполнили аккуратное покрытие. Пишите в комментариях, какой из способов удаления затеков вам понравился больше всего. Или же пишите свои способы. Желаю всем чистых работ. Пока-пока!